Вот, муж не захотел пробовать мой борщ. Вот такое у меня сегодня блюдо турецкое. Готовит его коронное блюдо. Зашли в БИМ, покажу вам, что купили. Всем привет, дорогие мои! Добро пожаловать в новый влог из Турции. Мы сейчас с семьей приехали на обед. Я взяла себе вот такие вот куриные крылышки на мангале. Пахнет просто изумительно. Сейчас покажу, что Мира и муж взяли. Афия толсу. Значит, у Миры лахмаджун. Ух, какой горяченький, с пылу с жару. Сейчас муж вам покажет, как его нужно есть. Зелень внутри. Пахнет просто супер. Обычно поливают лимоном, но Мира не очень любит. В глазки попало. Осторожно. И потом нужно завернуть вот так вот. Так, а муж взял бунашку, чоп-шиш это называется, он такой шашлычок. И он вот так вот всегда делает в лахмаджун, заворачивает вот этот чоп-шиш, это мясо. Короче, получается так 2 в 1. Ну, он любитель. Так делать. Здесь еще были закуски, которые приносят бесплатно. Это, кстати, сеть магазинов называется, сеть кафешек называется Халис Дюрю. И здесь чисто такая турецкая кухня, кебабная, да, можно сказать. Они приносят очень много закусок обычно. У нас было здесь чиков, сырые котлетки и салатик. Я вам покажу в отдельном видео. Так, все, я буду кушать мои котлетки, мои крылышки. Очень голодные мы. И еще чаек турецкий. Это тоже угощение, совершенно бесплатно. Так вот. Кстати, вот так называется кафе. Ой, простите. Это сеть в Стамбуле, по крайней мере, это сеть. Не знаю, как насчет других городов. Но в Стамбуле это очень популярное место. Весь счет у нас вышел на 700 с чем-то лир. Я вот здесь вот вам вставлю наш счет. Вообще, как бы уже 2 раза подумаешь, идти ли туда и тратить ли эти деньги. Но на самом деле очень вкусно. Я помню просто время, когда эта сеть была достаточно бюджетная, и мы могли себе позволить чуть ли не каждый день там кушать. Но сейчас уже, как я говорю, уже 100 раз подумаешь, прежде чем туда пойти. После этого нам не хватило. В общем, мы еще поехали в Бакырköy. Это такой модный район Стамбула. Но погода была плохая, поэтому я ничего особо там не снимала. И мы туда зашли в кофейню, и я заказала капучино и выпила наконец-таки настоящий капучино вот по-нашему. Потому что в Турции проблем с кофе нету, и кофеин здесь миллион, но те, кто делает именно вкусный капучино, к которому привыкли мы, таких очень почему-то мало, я не знаю почему. И вот там было действительно классный, вкусный капучино, и я насладилась этим вкусом. Мы еще взяли чизкейк карамельный, тоже был очень вкусный, а Мира с папой ели вафли. Кстати, всем хочу сказать большое спасибо за пожелание здоровья и для меня, и для дочки. Уже все хорошо, Мира 2 дня температурила и болела у нее очень сильно горло, но потом пошло на спад, и слава богу, мне не пришлось давать антибиотики, которые выписал врач. Для тех, кто не смотрел это видео, посмотрите обязательно, там очень много интересной информации о турецкой медицине, турецких лекарствах и о том вообще, как лечат в Турции. Я ссылочку оставлю где-нибудь вот здесь в подсказках, либо же вы можете зайти на канал и посмотреть предыдущий влог. Вот, девочки, я вчера наварила кастрюлю огромную, большая, не знаю, что на меня нашло. Правда, самая большая моя кастрюля, но ем только я в основном, но Мира еще бывает поест. Ну, не знаю, почему так много я сделать решила. Кстати, сегодня 2-й день, кто не знает, на 2-й день борщ вкуснее, чем на 1-й. Есть еще такая сметанка. Филе покупаю. Настоящая сметана, да, в Турции редкость это, но филе нашла. И вот такой вот ржаной хлебушек, тоже очень вкусный, тоже из филе, они сами пекут. Сейчас разогрею борщик нам с Мирой. Кстати, попробую ему ждать, что он это скажет, посмотрим. Такая у меня красотень. Слюнки уже текут у меня. Со сметанкой, с черным хлебушком. Всем приятного аппетита. Aşkım. Senin akşam yemeği. Çorba mı yemek mi? Zaten bu çorba olmaz. Borç çorbası. Bizde çorba sulu olur. Bu hem sulu hem dolu. Evet, вам борщик вкусный с черным хлебушком. Çok dolu içi. Çorba değil. Yemeğe benziyor bu. Yemek. Sana afiyet olsun aşkım. Вот, муж не захотел пробовать мой борщ. Привел меня есть турецкую кухню. Сейчас пойдем в такую, типа, как турецкая столовая. Там продают только чисто вот турецкое блюдо. Чем она хороша, что можно выбрать все блюда готовые. Вы можете посмотреть, что понравилось, что не понравилось. Ну, цены там немножко
дороже, чем фастфуд, но тем не менее очень вкусно. Муж сказал, пойду я на свое кресло сяду. Он всегда, когда мы заходим в магазины, он же не любит ходить по магазинам, поэтому он вот так вот сидит. Что? Ну, в примерочной Да. такая огромная, как целая комната. Да, большая примерочная здесь такая. Вечером. Ну давай покажи, что ты выбрала себе. Вот такая вот уровень, там всякие штучки. Это очень сейчас классно. модно так? Да. Может, надо поменьше как-то футболочка? Нет. Почему? Потому что ты любишь все широкое. Ну, такой возраст у мира сейчас. Все должно быть широкое, длинное, большое, да? Ну да. Ну что, берем? Подтягиваюсь. Берем? Да. Хорошо. Смотрите, какая шикарная в этом году в нашем торговом центре в Mall of Istanbul елка. Огромная. В прошлом году была совсем другая, в этом году вот они поменяли. Шикарная, конечно. Мира такая маленькая. Ты такая маленькая по сравнению с ней. Класс. Хоть настроение новогоднее появляется. Ну что ты будешь кушать? Ой, точнее пить. А? Фьюсти только. Пичук фьюсти. Ну, не хочешь ничего? Соан халкасы было, не? Хорошо. Сепете гид, наверное. Видите, какая красота. Мы сегодня по турецкой кухне. Это кавурма, мяско такое. Это красота. Там дред. Ну что, Ашкам, борщ лучше или вот это вот все? Конечно, все это намного лучше. Мне знакомы все эти блюда, а борщ я не понял, и вкус мне не понравился. Великолепные блюда. Тут и печень, и бамья, все, что Это же хочешь. душа, борщ, это душа, да, это что ваша кухня турецкая. Тут вот взяли джаджик такой. Это йогурт с зеленью, с огурчиками. Закуски есть вот. Да, йогурт мед. Гуайва такой вкуснятина. Смотрите, какую красоту мы взяли. Мясо. Это bunun adı ne? Saray Saray kebabı. kebabı. Saray İçinde patlıcan, kebabı. parça et, beşamel и джаджик. soslu Это мне. kaşar. В общем, внутри там баклажаны. Короче, сейчас я вам покажу, что внутри, потому что так не могу сориентироваться быстро. И джаджик. Такой вкуснятина. Afiyet olsun aşkım. Sağ ol bebeğim. О, у Миры, как обычно. Что ты кушаешь? Нет, чтобы поесть нормальную еду? Да, бургеры. Вот такое у меня сегодня блюдо турецкое. Называется сарай кебабы. Муж сегодня меня привел кушать турецкую кухню. Сейчас будем пробовать. В общем, смотрите, здесь внутри картошка, баклажаны, мяско и сыр сверху. Все, конечно, безумно вкусно. Мясо прям тает во рту, настолько прям его хорошо сварили или как они это делали, не знаю. Сарай, кстати, переводится как дворец, то есть это кебаб-дворец. Кто хочет цены посмотреть повнимательно, вот тут все с картинками. Остановите видео и можете посмотреть цены. И на другой стороне сейчас тоже вам покажу те блюда, которые мы брали уже. Вот такие цены на наши блюда, Ciğeri, saray kebabı, dana kavurma, да, içli которые köfte, мы брали. fırında but, Чисто турецкая. boğaz içi. Что делаешь, Сашка? Ne yapıyorum? Sizlere gözleme yapıyorum. Муж готовит его коронное блюдо gözleme. Senin en başarılı yemek tarifi değil mi? Yapabildiğim nadir şeylerden biri. Да.
Гюзлеме Ага. делается из Güzel вот такого yaparım. теста, юбки. Тонкое тесто. И он делает с сыром и с суджуком. Şey yapsana aşkım. Pastırmalı yapacağım. Из пастырмой. Покажет Pastırma уже. orada. Pastırma koyuyorsun değil mi? Evet. Pastırma ложит. Yarısı Pastırma. sucuklu, yarısı pastırmalı. Половина с суджуком. Это такая турецкая колбаса. Половину с пастырмой. Gösterirsen pastırmanın kutusu. Вот так вот выглядит пастырма. Genelde bakıyorum, bol yağlı olanları almıyorum yani. Да, не покупай слишком с жирными прожилками. Съел. Так вот. Мгм. Tamam. Pastırma nasıl yapılır aşkım? Как делается пастырма? Etten yapılır. Пастырма делается из мяса. Мясо маринуют в специях и соли, а потом сушат. А вообще она очень популярна в районе Кайсери. Artık herkes yapmaya başladı. Evet. Hadi bakalım bunu da yapalım. Много-много сыра. Чтобы когда пожарят, он тянулся сырок изнутри. Очень вкусно это. Bol kaşarlı. Evet, bol kaşarlı. Eriyecek böyle. Evet, katlama. Потом так заворачивает все. Вот видите? Завернул и на сковородку. Сковородка, правда, маленькая. Küçük mü görüyor? Bunu mu kullanırsın sürekli? Ya, yufka kurudu birazcık. Katlarken kırıldığı için Bunu biraz eline geniş koy. bıraktım. Переворачиваем. Оп. И все, оно должно так подрумяниться, это тесто. И, в принципе, готово будет. Bu hareketi bir ben yaparım, bir ben yaparım. Ох, Луанская. Dumanı boş ver aşkım. Bol malzemos var. Dışarıda bulamazsın bunu. Evet. Lö. Ох, Dumanı üstünde akıyor. сычечек. Это даже вкуснее пиццы и готовится всего за 10 минут. Идеальное блюдо на завтрак. И, возможно, вы встречали его в турецких отелях, стоя в очереди за гюзлеме. Это те самые турецкие лепешки с начинкой, которые колоритные турецкие женщины готовят на огромных круглых сковородах в отелях. Вы знаете, что мой турецкий муж не признает наши блюда. По его мнению, турецкая кухня — это лучшее, что есть в мире, и она не имеет равных. Поэтому он устроил мне вот такой мастер-класс по приготовлению гюзлеме, а я решила поделиться с вами. Обязательно приготовьте дома и поставьте моему мужу лайк за старание. Ах да, и не забудьте перевернуть на сковороде гюзлеме так, как это делает мой муж. Он говорит, что так вкуснее. Получается так вкусно, что невозможно остановиться. Попробуйте, и ваши близкие забудут о пицце. Привет, дорогие! Мы сейчас с Мирой собрались в кино на вторую часть Моана. Да, первую часть мы дома смотрели, сейчас на вторую часть пойдем. У нас осталось еще 20 минут. Мира решила здесь по магазинам походить. Почти никого нет. Пустой зал, нам повезло. Мультик понравился не только Мире, но и мне. Это вторая часть, а первую мы смотрели недавно дома вместе с мужем, и даже ему этот мультик понравился. Поэтому мы рекомендуем его для семейного просмотра всем-всем. Зашли в БИМ. Покажу вам, что купили. Ну, такие товары у нас по ножкам ходят. Основные. Яйца там, рис. Покажу, сколько стоит. Распаковочка. Магазин БИМ. Так называется. Вся
Все наши покупки вышли на 621 лиру. Вот так. Грибы купили. 45 лир. Рис. Всегда беру вот такой рис для турецкого плова. Получается всегда рассыпчатый и не надо с ним особо париться. Сейчас скажу, сколько стоит он. 46,50. 200 килограмм. Это дочка взяла себе такой йогурт, кажется, 30 лир. Тут еще игрушка была, она его вытащила. Кетчуп. Кальва — это самая нормальная марка. Еще есть Хайнц, тоже неплохая марка в Турции. Все остальные именно турецкие марки вообще абсолютно кетчуп и майонезы невкусные. Ну, точнее, не такие, как у нас на вкус. Кетчуп 155 лир, здесь 430 грамм. Ну, такая, в общем, стандартная упаковка. Дальше взяла для посудомойки вот такую вот соль. Вообще в каждом турецком доме есть посудомойка, но если кто не в курсе, то она требует достаточно много всяких продуктов. Вот один из них — это соль, которую нужно обязательно засыпать. Ну, не каждое мытье, но тем не менее. Соль для посудомойки стоит 23 лиры. Ну, это дешевая марка, поэтому вот так вот. Еще я взяла кое-что другое для посудомойки, но чуть позже вам покажу. Дальше взяли вот такие вот, ну, да, как нарезка колбаски, в общем. Копченая индейка вообще это называется. И стоит она по 22 лиры за вот такую вот маленькую штучку. Ну, это самое такое вкусное, что здесь можно кушать из колбасных изделий. Сливки взяла 18%. Стоят они 29,50. Это я буду делать соус к макаронам с курицей, и грибы купила для этого тоже. Мира взяла себе тофиту, тоже одну съела. Муж увидел вот какую-то новую бесковатую. Это такие печеньки с начинкой, здесь шоколадная вроде бы как. Я не очень такое люблю. А вот такая игрушечка, кстати, в йогурте попалась мне. Так, здесь все, сейчас несу второй пакет. Второй пакет, взяли яйца вот такие вот. В Биме всегда беру яйца. Мне они больше всех нравятся. 15 штук. Написано, что это большой размер. Но что-то они стали по бешеным ценам. 15 штук стоит 81,50. Как по мне, для яиц это дороговато. Самые крутые влажные салфетки тоже в Биме. Точнее, это даже влажные полотенца, как здесь написано. Они мне нравятся размером своим и тем, что они очень хорошо пропитаны. И стоят они тоже не особо дорого. Подпишу здесь, потому что не помню цену точно. Вот еще что для посудомойки я вам говорила. Я не знаю, как это на русский перевести. Ну, типа, что посуда от него блестит. Но на самом деле я заметила, что когда я не ложу вот это средство, то очень плохо сохнет посуда, и на ней остаются такие капельки маленькие. Поэтому всегда нужно его заливать. Стоило оно, кстати, недорого, 21,50 всего. Дочка взяла такой себе напиток Липтон. 23 лиры он стоит в супермаркете. Бананы взяли. Бананы в Турции бывают местные и бывают импортные. И они очень, кстати, отличаются и по размеру, и по вкусу в том числе. Вот это бананы у нас импортные, и они 79 аж лир. Да, почти 80 лир за килограмм. Здесь вот как раз почти килограмм и есть. 5 бананов. Огурцы взяла. Если хотите вкусные огурцы, то тоже придется дорого заплатить. 80 лир за килограмм таких огурцов. Хотя часто мы овощи покупаем на базаре. И все наши покупочки в магазине Бим. Ну, это так, просто на один раз покушать, грубо говоря. Вот, 620 лир потратили.